Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю, как я делаю белковый заварной крем без яиц. Вы не ослышались, именно без яиц я сегодня готовлю белковый заварной крем. Вот таким плотным и глянцевым он получается. Я покажу, из чего его готовить, и самое главное, как правильно его приготовить, чтобы он был устойчивый для украшения тортов и постных веганских десертов. Именно постный этот крем веганский. Готовить мы его будем на отваре гороха. То, что мы обычно выливаем в раковину. Сегодня же мы выливать ничего не будем, а все будем использовать в дело. Итак, для этого нам нужна будет аквафаба. Аквафаба — это отвар гороховых, бобовых. Итак, здесь у меня горох нут, турецкий горох, который можно купить в сухом виде, замочить на ночь, и потом час его отваривать, может быть 2 часа, у кого какой горох. И вот этот отвар, который останется после горошка этого, нам и нужен для производства данного крема. У меня же готовый сегодня горох, уже консервированный. Вы также и консервированный можете взять, как и я. Я все содержимое всех моих 3 баночек сливаю через сито обязательно в емкость. И сейчас я взвешу, сколько же аквафабы, то есть вот этого бобового горохового отвара у меня останется. Теперь я хочу сказать относительно самого горошка. Почему мы берем именно нут? Потому что нут имеет самый нейтральный запах и вкус из всех вот этих вот бобовых. И аквафаба, то есть с него отвар, он самый такой на вкус нейтральный, скажем так. И не вязкий, такой, как у фасоли, допустим. У зеленого горошка очень резкий запах и вкус, его мы не берем. 225 грамм жидкой аквафабы, то есть отвара, да? Мне ее сейчас нужно уварить будет до 100 грамм. Я увариваю обычно беру от 200 до 250 грамм, чтобы получить мне 100 грамм уже уваренного отвара. Видите, вот такая киселеобразная жидкость нам нужна изначально. Вот такая она и будет, как всегда, и достаточно прозрачная, потому что мы ее уже процедили. Даже если вы будете домашний горох отваривать сами, обязательно процедите вот эту вот жидкость перед тем, как вы будете ее уваривать. Теперь я ставлю ковшик на огонь. И на умеренном огне, на таком среднем, скажем так, уваривать буду минут 15 точно. Вот так вот оно будет кипеть без крышки. И еще один раз я взвешу, промежуточное такое взвешивание сделаю, потому что я не буду уверена, сколько мне еще останется доуваривать. То есть где-то 20 грамм мне нужно было еще уварить. И вот теперь я еще раз взвешиваю. Видите, жидкость становится непрозрачной такой, ее меньше становится, она темнее становится. Так и должно быть. Видите, ровно 100 грамм у меня здесь. Вот так мне и нужно. Я как-то несколько раз пробовала в 3 раза уваривать. Не приносит никакого результата. Поэтому я увариваю в 2-2,5 раза. Здесь у меня 200 грамм сахара и 70 грамм воды. Это для сиропа. Нут, я его отвар еще раз процедила. Я просто не успела это снять перед вливанием в дежу миксера. И всыпаю туда пакетик ванильного сахара. И также на кончике чайной ложки, может быть 1/4 чайной ложки где-то примерно, лимонной кислоты. Так как отвар у меня уже консервированного горошка, там уже содержится лимонная кислота. Теперь самая главная причина, почему у многих не получается вот этот крем. Вот варит себе такой крем, потому что не взбивают аквафабу достаточно. Также нам понадобится кондитерский термометр. Делают многие по принципу яичного белкового крема. Здесь же совсем другая технология. И именно из-за этого и не получается крем. Я к этому дошла собственным опытным путем. То есть я это просто из опыта для себя вывела, что аквафабу, именно вот этот отвар, уваренный уже отвар, нужно взбивать долго. Как только закипел сироп, первые самые бульки у нас пошли, мы сразу включаем на полную мощность миксер, и также ручной миксер вы можете взбивать, и взбиваем отвар нута очень и очень долго. На 118 градусах Цельсия я введу туда лимонную кислоту в сироп.
и буду варить сироп до 120 градусов Цельсия. И тут же на больших оборотах, мне, к сожалению, здесь не видно градусника. Я не специально, он просто не вошел у меня в кадр. И все я вливаю на больших оборотах миксера. Здесь не играет это никакой роли, это не яйцо. Нут гораздо такая более твердая субстанция, скажем так, когда она взбивается, она более такая плотная получается, вот эта белковая масса, назовем ее так. Сироп, естественно, вводим тонкой струйкой, вот так вот где-то с краешку. И горячего он не боится, потому что он у нас варился вот при такой температуре. Минут 15 мы его варили, плюс еще он варился, когда сам горох варился. Его невозможно как бы заварить, чтобы он крупинками пошел. И теперь я буду взбивать минуты 4-5, в зависимости от вашего миксера. Миксер у меня здесь 700 Вт. Миксер это у меня не планетарный, это просто стационарный миксер, кухонный комбайн, скажем так. Также в планетарном то же самое, и то же самое ручным миксером. То есть взбиваем сразу, как только первые бульки начались в сиропе. И вот смотрите, так же, как и белковый крем на яйцах, он начинает собираться вокруг венчика. И когда вот первые вот эти пустоты начинают образовываться у нас вокруг венчика, и во-первых, он станет глянцевым, он сильно побелеет, этот крем, и начнут вот глянцевые такие пустоты образовываться. Значит, крем уже в принципе готов. Здесь главное его не перебить. Этот крем, чем дольше мы его взбиваем, он может стать у нас вязким от длительного взбивания после введения сиропа. Вот это тоже его очень большая проблема. Все, крем готов. Где-то 4,5 минуты он у меня взбивался. Он плотнее, чем белковый, он более такой насыщенный, чем белковый крем. Он имеет такой орехово-медовый привкус. Такой горох в нем как бы и не чувствуется уже. Видите, какой глянцевый, плотный крем. Сейчас я по традиции покажу вам, как отсаживается шапочка у капкейка из этого крема. Нужно использовать сразу после взбивания. То есть мы не ждем, мы его никуда не убираем. Им сразу нужно работать, пока он еще свежий, этот крем. Показываю сейчас, что получится у нас, какой рельеф именно из насадки М1 у меня здесь. В следующем видео я уже буду с ним украшать торт. Покажу, как делаются тюльпаны, розы из этого крема. И вот такой рельеф получается у шапочек, у капкейков. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. В следующем видео будем украшать постный новогодний торт этим кремом. И также покажу, как цветы из него отсаживаются.